Дорогие мои подписчики и гости канала, здравствуйте! Сегодня хотела снять мастер-класс по расчетам, самым простым расчетом на примере вот этих вот двух полочек. Это две полочки, которые я вяжу симметрично, одновременно на одних спицах. Расчеты будут очень простые, ничего сложного. Я связала два образца: образец косы и образец платочной вязки, для того, чтобы произвести расчеты. Смотрим на наши образцы. Это образец косы. Мы не будем включать в расчеты кромочные петли и изнаночные, которые по краям. Будем измерять только косу. Чтобы это было сделать удобнее, может быть, если вам это неудобно, сделайте вот так, чтобы это только к краям косы подходило. С другой стороны можете сделать то же самое, но мне здесь все удобно, в общем-то. Смотрим. 6. Коса 6 сантиметров в ширину. Здесь два раппорта, этого вполне достаточно. Значит, коса 6 сантиметров. Мне нужна полная ширина передней части изделия 64 сантиметра. То есть две полочки получается по 32 сантиметра. Мы от 32 сантиметров отнимаем 6 косы. И в таком случае мы знаем, сколько сантиметров платочной вязки нам нужно. 26 сантиметров платочной вязки. Измеряем. Что касается платочной, значит, удобнее всего вязать около 20 петель. Я вяжу 22, чтобы не включать кромочные. Они и не получаются в расчете, поскольку стоят ребром. 17,5 сантиметров. Здесь у меня в 20 петлях. Я не считаю кромочных. Видите? Так, значит, мы тоже записываем, что у нас 22 петли, 20 петель. Делим на 17,5 и умножаем на 26 сантиметров. У нас получается в таком случае 20 разделить на 17,5 и умножить на 26 сантиметров. Получается 29,71. Мы берем, в таком случае у нас получается 29,71, мы возьмем 30. 30 петель платочной вязки. Значит, теперь ширина изделия нам понятна: 64 сантиметра полностью, 32 сантиметра одна полочка, 6 сантиметров у нас коса. Вот она коса, например. И дальше у нас идет платочная вязка, она у нас 26 сантиметров. В эти 6 сантиметров входит одна кромочная. Мы прибавляем сюда одну кромочную еще, естественно. В косе 12 петель. 12 петель. Дальше мы прибавляем одну изнаночную, которая будет между платочной вязкой и косой. Она нужна. Коса лучше раскрывается в таком случае. Одна изнаночная петля. И далее у нас идет 30 петель платочной вязки. Итого получается 13, 14, 44 петли. Вот и все. Вот таким образом выглядит расчет полочки. Несложный. Если у вас полочка, например, только из платочной вязки или из какого-то одного рисунка несложного, простая вязка, вы просто в таком случае, если у вас все 32 сантиметра, к примеру, должна быть только платочная вязка. Но в таком случае, значит, вот этот вот расчет у вас будет не на 26, а на 32. То есть 20 разделить на 17,5
и умножить на 32, если у вас полочка вот такого вида без косы. Это касается, в принципе, любого рисунка. Я к любому рисунку всегда вяжу, и, может быть, даже не один образец, подбирая спицы, подбирая вот к своей пряже спицы именно. Потому что то, что пишет производитель, не всегда нам подходит. Поэтому я вяжу образцы на 6, я, например, вязала для своего изделия на 6, на 7, и все-таки вот остановилась на номере 8 спицы. То есть, если бы у вас был рисунок только платочной вязки у каждой полочки, в таком случае ваш расчет выглядел бы вот таким образом. 20 разделить на 17,5 и умножить на 32. И тогда вам бы нужно было набрать 36-37 петель у каждой полочки. Если бы это была только платочная вязка. А вместе с косой у нас получилось 44. Расчеты, вот они самые простые. Вы просто берете, обычно, если у вас есть какой-то рисунок посередине изделия, например, это передняя часть, и у вас посередине коса, вы берете полностью, сколько сантиметров вы хотели получить свою ширину, отнимаете рисунок косы в сантиметрах, оставшиеся сантиметры делите, например, на 2 стороны, и сколько у вас с одной стороны должно быть платочной вязки, и сколько с другой. У меня 2 косы и полочка. Соответственно, я от каждой полочки отняла размер косы в сантиметрах и высчитала, сколько мне тогда нужно будет платочной вязки. Все вот это вот вам в схеме тут я расписала. Соответственно, вот одна кромочная, дальше идет коса 12 петель, дальше идет одна изнаночная между ними, которую, в принципе, в расчет включать не обязательно, она все равно заворачивается внутрь изделия. И плюс 30 петель платочной вязки. Я посчитала, сколько всего петель мне понадобится. 1, 13, 14, плюс 30, 44 петли. Все очень просто. Да, и, конечно же, я теперь вижу, что у меня вот здесь еще одна кромочная, итого 45. И здесь, естественно, мы только рассчитали платочную вязку плюс 2 кромочных. Итого 39. Вот теперь все правильно. С вами была Марина, канал Вяжем вместе. Всего доброго.